Друзья, всем привет! Разработчики обратно нас радуют новым ивентом, который предназначен к апрельскому обновлению. Ну или, как у нас говорят, 1 апреля это день дурака, либо день шуток. Вот, так что, в принципе, что-то новенькое для нас придумывает, и мы сегодня с вами обязательно поговорим про это. Но перед этим хотел вас поблагодарить за такую вашу активность. Нас на канале уже практически 9000 человек. Это очень и очень много. Я никогда не мог подумать, что такое вообще может произойти. Ребят, осталось совсем немножко до 9000, и следующий рубеж у нас будет 10 тысяч подписчиков. Это очень и очень круто. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. И еще, ребят, что я вам хотел сказать. На канале появилась кнопочка спонсорства. Вы можете стать спонсором и получить дополнительные плюшки. Если кто-то хочет поддержать меня как автора, кому-то очень нравится контент, который я делаю, или помогаю в игре, можете становиться спонсорами, будут отдельные чаты для спонсоров, мы будем с вами общаться, вы будете получать всю инсайдерскую информацию, самые-самые первые. Ну что ж, теперь давайте приступать к самому обновлению, и сразу вы видите, что у меня в руках находится мини-атрей. Выглядит он реально очень и очень прикольно. Мне действительно очень нравится, как это все смотрится, ребят. Ну реально очень прикольно. Но в связи с этим, что появляется новое оружие, все сразу думают, блин, надо его быстренько прокачать. Хочу сразу вам сказать, что это оружие будет временным, и оно не останется у вас после ивента. Так что качать, в принципе, это оружие, большого смысла, конечно же, нету. Потому что есть большая вероятность, когда вы вольете туда много золота, много свитков, ивент пройдет, это оружие у вас заберут и просто-напросто не вернут никакие плюшки. Так что, в принципе, нет смысла прокачивать это оружие. Конечно, у этого оружия есть и свои плюсы. Одним из самых главных плюсов это 10% золота в главах. Но, ребят, запомните, что чтобы получить этот бонус 10% золота, надо как минимум прокачать мини-атрея до ультрафиолетового или даже до мифического, потому что я еще, по крайней мере, не видел ни одного человека, который прокачал его до мифического состояния. Блин, это бред. Честно, это бред, потому что можно было бы сделать так, чтобы мы могли его прокачивать, чтобы оно оставалось. Но, ребят, и в главах это оружие не падает. Его только можно получить с ивента. Такое себе дело на самом деле. Что касается бонусов мини-атрея. Здесь прикольно, во-первых, что дает, замедляет врагов при попадании. Дальше. Удар по врагам наносит шанс призвать на помощь Атрея. Не знаю, как это работает. Я даже, если честно, еще этим оружием не играл. Третий бонус – это шанс призвать 2 вращающих щита Атрея после удара по врагу. Довольно-таки интересно. И, конечно же, самый главный бонус, ребят, это 10% золота. Но, еще раз повторяю, что это у вас откроется, может, даже на легендарном состоянии, а может и даже на мифическом. Перевести мини-атрея до такого состояния – это крайне тяжело. И я думаю, что, может быть, это и получится у кого-то, но у очень маленького процента людей. Что ж, давайте двигаться дальше. И смотрите, ребят, у вас снизу, там, где задание ваше, присутствует такой ящичек, с какими-то плюшками. Так вот, нажимаете на него, и вы видите, что раздача наград за вход. Соответственно, вы должны будете входить каждый день в игру на протяжении 9 дней и забирать бесплатные награды. У вас 100% возникает вопрос, а стоит ли покупать за 800 кристаллов вот этот платный, можно так сказать, бонусы? Ребят, обязательно стоит. 800 кристаллов это, в принципе, в игре ничто. Если вы играете хорошо в PvP, вы можете заработать по 500 кристаллов в день. А здесь, получается, вы тратите 800, вы можете получать дополнительные плюшки, тот же мини-атрей синего цвета, ключи фиолетовые, осколки, ребят, кристаллы. Но запомните одну важную вещь. Если вы будете получать эти награды двойным кликом, я имею в виду нажимать на 2 награды одновременно, вы сможете не только отбить, но и даже уйти в офигеннейший плюс. Так что мой вам совет: обязательно покупать за 800 кристаллов вот эти бонусы, нажимать на 2 награды одновременно, ждать, например, 9 дней и нажимать на 2 награды одновременно. Таким образом вы получите больше, чем вы должны были получить, и окупите свои 800 кристаллов. Что ж, двигаемся дальше. Вы видите, что дальше еще есть призы за активность, ребят. Раздача наград за активность. Активность – это то, что вы делаете в игре каждый день. Например, открываете золотой сундук, обсидиановый сундук, или там проходите
главу какую-то и так далее. Здесь тоже есть очень много плюшек, но эти награды вы сможете получить намного быстрее. Вы видели, что здесь можно получить и камни кровопийц, и дополнительные кристаллы, ключи, а также там ускорение на ферме, да, выведение монстров или мобов. И также вы получите еще и мини-атрея, вот смотрите, синего цвета. Ну, прикольно. Что касается за покупку за 9,99. Не знаю, мне кажется, оно того не стоит, но если у вас есть лишние 10 баксов, вы можете, в принципе, купить себе этот пропуск, да, и будете получать дополнительные плюшки. Так что все дело в том, хотите ли вы это сделать или нет. Двигаемся дальше, и дальше вы задаетесь 100% вопросом, какие-то там осколки присутствуют, как их получить и что это вообще, как это работает. Смотрите, ребят, работает по принципу желания в клане. Если вы хотите, например, получить Аквею, либо Тень, то вы получаете по 3 осколка. Если вы хотите более старых героев каких-то получать, я не могу сказать, что они хуже намного, но они просто старые. Например, тот же Хеликс. Вы его можете получить 5 осколков. То есть в клане вы запрашиваете, и вам клан помогает, а здесь вы просто кликаете на те осколки, которые вам надо, и вы их получаете. Но, ребят, тут тоже есть один очень важный факт. Если у вас, например, нет такого героя, как Блаза, то, соответственно, вы осколки Блаза получить попросту не можете. Это очень круто, это такой, я бы сказал, мув для разработчиков. Они смогут 100% что-то интереснее ввести уже в следующих обновлениях, и я думаю, что мы сможем получать те осколки, которые мы хотим. Было бы очень классно, если бы они нам давали возможность получать осколки за кристаллы. Кристаллов очень-очень много у многих людей. Вот у меня сейчас практически уже 46 тысяч. Все благодаря PvP режиму. Так что, в принципе, мув для разрабов очень и очень прикольный. Ну что ж, ребят, давайте подведем какие-то такие мини-мини итоги по этому обновлению. Ну, первое, что я хотел сказать. По мини-атрею. Выглядит реально очень и очень прикольно. Было бы прикольно посмотреть еще, и, например, на мини-Хеликса или на мини-Тень. Возможно, разрабы дальше нам будут то же самое предлагать, как вот и с мини-Атреем. Выглядит классно, но то, что они будут у нас его забирать, это, конечно, бред. Оставили бы для нас его как новое оружие. Очень интересно это смотрится. Причем ни одного оружия нету, плюс 10% золота. Да и, соответственно, какие-то плюшки. Представьте, что у вас будет 2 Атрея бегать вокруг вас, как 2 щита. Например, как это делает Гугу. Ну, окей, с этим, в принципе, разобрались. Если бы они, конечно, оставили нам его и не убирали у нас золото, не забирали золото и свитки, которые мы потратим, конечно, это же было бы намного-намного круче. Что касается вот этих вот не сундуков, а наград за активность и бесплатные, ребят, двойное нажатие для вас сделает счастье. Вы получите намного больше, чем вы могли бы получить. Ну что ж, друзья, таким получился ролик. Еще раз напоминаю вам, что надо обязательно подписаться на канал, кто этого еще не сделал, поставить лайк этому видосу, а также написать комментарий. Всем вам спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.